вот, друзья мои, все уже подошло к концу, и я возвращаюсь домой в Польшу. В этот раз я решила не садиться на поезд, который едет 3,5 часа со Львова до Перемышля, а еду на пеший переход, и там уже буду добираться до Перемышля на маршрутке. Вот я уже в Шегинях. Это последний такой пограничный пункт Украины. И иду на пеший переход. Маршрутка нас, как сказать, водитель маршрутки нам разрешил выйти на углу, так что не приходится теперь с автовокзала идти большой кусок. Поэтому я очень довольна. И в конце вот этой улочки я буду поворачивать вправо и идти на пеший переход. Вуаля, друзья мои, я уже в Перемышле. Здесь останавливаются польские маршрутки, которые везут людей от границы и до вокзала, железнодорожного вокзала. Вот эти бусики. Я только что здесь вышла. И у меня еще есть довольно много времени до поезда. Поэтому я погуляю по Перемышлю и по возможности покажу вам много интересного и то, что пригодится, если вы тоже будете в этом городе. Итак, это улица с противоположной стороны главного входа. Если пойти вот сюда, то мы выйдем к дому, где проверяют, где таможенный досмотр для тех, кто едет поездом. Поэтому переходите на последний перрон по подземному переходу, выходите вот сюда и поворачивайте вправо. Желтый дом, там будет пропускной пункт. Итак, сейчас я направляюсь к продуктовому магазину, который здесь находится довольно-таки большой. Мне надо что-то купить. Здесь находится автовокзал в Перемышле, так что если вы собираетесь куда-то ехать на автобусе дальше по Польше, пожалуйста, здесь вы можете купить билет и поехать дальше. Также здесь можно садиться на автобусы, которые направляются на Украину, чаще всего во Львов, Перемышль, Львов. Также здесь можно купить билет и поехать через границу. Но нужно принимать во внимание то, что на границе такой автобус может довольно долго стоять. Поэтому я не пользуюсь этими автобусами. Я еду на маршрутке до границы, перехожу пешком и потом уже сажусь там по украинской стороне тоже на маршрутку и доезжаю до Львова. Так мне быстрее. Я уже попробовала сидеть. Вот этот автовокзал, вот если я рассказывала, вот здесь кассы и автовокзал. Здесь покупайте, здесь отходят автобусы. Итак, я продолжаю. Я уже попробовала в ту сторону ехать на поезде. Мне не понравилось, потому что много времени это мне все занимает, поэтому я предпочитаю, у меня польский паспорт, я предпочитаю ехать через пеший переход. Вот я сейчас пойду в этот магазин продуктовый, который вы увидели здесь по ступенькам вверх. Вот. Такие сейчас цены. И потом пойду в город. И, конечно же, заберу вас вместе с собой. Если через границу ехать поездом, который не стоит там 2 с чем-то часов, то, конечно же, лучше поездом. Но такие поезда, к сожалению, сейчас идут только ночью. Итак, вот подземный переход на вокзале. Это с той стороны, с которой я выходила с маршрутки, то есть с противоположной. Вот так мы сходим вниз. Если хотим идти на поезд, который едет на Украину, то сюда прямо можно подняться. А я иду к центральному зданию вокзала. И как сказать, оттуда вам можно выйти с противоположной стороны в центр Перемышля. Туда я сейчас и направляюсь. У меня около 2 часов времени до отхода моего поезда. У меня уже был куплен заранее билет. Поэтому я свободна, меня ничего не держит. Покупала я билет заранее по 2 причинам. Во-первых, я не хочу рисковать, и если здесь много людей в Перемышле стоять в кассе, какой билет мне там достанется. А другая причина, более веская, это то, что мне удалось купить на сегодняшний день билет с очень большой скидкой. И не было гарантии, что если я буду в этот день возвращаться, то эта скидка будет еще актуальная.
в кассе, поэтому я знала, что буду возвращаться в этот день и предпочла купить билет заранее и сэкономить. У нас сейчас какие-то в Польше непонятные системы скидок. Я давно не ездила на поезде. Вот если сюда подниматься, то пройдете к залу ожидания. И также, если свернуть тут влево, там есть туалеты, души. Вот. А я иду прямо в город. Мне туда сейчас не нужно. Так вот, я продолжаю. Сейчас я узнала, я очень долго не ездила поездами и узнала, что все скидки поменялись. То, что было уже 3 года назад, всего этого нету. Вошли новые правила, новые тарифы, и я еще в этом никак не могу разобраться, как этими скидками пользоваться. Но то, что мне сказали при кассе, вот в этот день будет скидка, если вы приедете и будете в этот день брать в кассе, то ее уже может не быть, а сегодня она есть, поэтому я взяла билет уже, и я не жалею, потому что приехала, 2 часа у меня есть времени, я могу погулять, не стоять в очереди, я сэкономила на билете, и погода неплохая, поэтому жизнь удалась, мне все нравится. Сейчас вот эта вот привокзальная площадь в Перемышле, центральный вход вот там впереди, но я сейчас пройдусь по городу, покажу вам то, что удастся показать, потому что у меня довольно-таки тяжелый рюкзак. Так как я сегодня путешествую одна, я предпочла взять рюкзак, чтобы иметь свободные руки. Но прикупила всем подарков, поэтому он довольно-таки тяжелый, и я далеко от этого места, наверное, не смогу пройти. Но все равно центр города тоже красивый, Перемышль это тоже старый город, поэтому думаю, что мне удастся вам показать несколько интересных моментов. С этой стороны также, если вы выйдете в город, можно найти и закусочные, и какие-то забегаловки, чтобы перекусить, что-то поесть и также прикупить какие-то продукты, какие-то нужные вещи. Ну вот здесь такое место, я вам показываю одно, где вот есть, видите, салатики разные, бутербродики, кебабы. Так что у кого есть время и кому нужно перекусить, пожалуйста, можно сюда зайти. Я помню, как не знаю, сколько это было, лет 30 назад, мы с мужем куда-то ехали, и где-то вот в этом месте тоже заходили, но тогда это место выглядело совершенно по-другому, это какой-то был такой бар, и я помню, мы приехали в Перемышль рано утром, мы ехали ночным поездом, и нам очень хотелось кушать. И вот где-то вот в этом ряду был бар, и мы зашли сюда позавтракать. Вот, помню, мы заказали яичницу, еще что-то там было. Но это была горячая пища, и после такого ночного путешествия в поезде мы солидно подкрепились. Но с тех времен здесь уже все глобально поменялось. Вот еще один такой магазин, который я вам показывала, он находится с другой стороны, Петр Учпан, и еще один здесь. Так что, если не нужно, не следует бегать с одной стороны на другую, можно или здесь закупиться, или там, где вам удобно. А здесь уже привокзальная площадь заканчивается и начинается центр города. Вот так выглядит Перемышль в центральной ее части. Здесь в этой аллейке останавливается автобус, который тоже везет с границы, но это не частный бусик, а это городской транспорт. Ним тоже можно приехать, он там останавливается на границе около Бедронки. Покупаете у водителя билет, я не знаю, сколько он сейчас стоит. Раньше он стоил дороже, чем у маршруточников. У них сейчас билет стоит 5 злотых. А сколько билетов в транспорте таком, возможно, он и дешевле. Я не проверяла, но этот автобус приезжает сюда, и вот этот кусочек нужно пройти на вокзал. А маршрутки останавливаются прямо около перронов, надо только перейти через подземный переход. Такая разница. Я, к сожалению, не помню номера этого автобуса, можно погуглить и узнать, какой автобус из Перемышля едет до Медыки, так как последняя станция по польской стороне называется Медыка. И узнать, там есть удобно то, что там есть расписание и на субботу, и на воскресенье, на праздничные дни, и на такие рабочие дни, и вы точно знаете, во сколько этот автобус уедет. Но с маршрутками тоже нет больших проблем, поскольку одна уезжает, вторая подъезжает, там тоже все четко. Вот мы с вами пройдемся сейчас вот такой небольшой улочкой, посмотрите. Здесь тоже, видите, довольно много разных магазинчиков.
Но то, что нужно человеку, который путешествует, это или зайти куда-то перекусить что-то горяченькое, или же купить какие-то недостающие продукты. Я думаю, что больше в Перемышле никто покупать ничего не будет. Тут еще есть рынок. Раньше он пользовался большим спросом, особенно у людей из восточной границы. Они приезжали сюда, привозили много товаров, можно было купить, продать. Вот сейчас не знаю, в какие дни этот рынок работает и как оно все здесь функционирует, и так ли, как было раньше. Думаю, что тоже жизнь внесла свои коррективы и в работу рынка. Ну вот я вернулась уже к вокзалу с моим тяжелым рюкзаком. Я далеко зайти не могу. Еще и компьютер тащу в руке. Так что, извините, далеко я с этим всем багажом не пройдусь. А отдавать тоже на час мне не очень хочется. Вот так выглядит центральное здание вокзала с парадного входа. Вот через эти двери, которые вы видите, можно сразу зайти в зал, где продают билеты. И я сейчас через этот вход зайду и покажу вам, как все оно сейчас выглядит. Я в своих прошлых роликах, когда раньше была в Перемышле, показывала вокзал достаточно так детально. Тут есть и ресторан, я туда заходила, записывала видео. Кому интересно, зайдите на плейлист Львов, и там вы найдете все мои такие ролики о Львове и о дороге туда и назад. Ой, Ну вот этот зал, видите, это очередь за билетами, поэтому я очень счастлива, что я купила билет заранее. Хотя эта очередь еще не такая большая, а сюда я хочу пройти в зал ожидания. Сейчас посмотрим, почему-то это все перегорожено здесь. Pani gdzie chce iść? Na poczekalni. To trzeba bilet pokazać. No, szukamy. Już. Ну вот я дошла уже в зал ожидания. Людей почти нет. Я удивлена. Много пустых мест. Посмотрите, как меня заклеймили. Это какой-то кошмар. Я протестовала, но я просто в шоке. Первый раз такое в жизни, чтобы зайти в зал ожидания. Мне пришлось показать билет, и потом мне взяли и шлепнули печать на руку, как какой-то, я не знаю, как какой-то корове затарованной. Это, ну, у меня нету слов для возмущения и для выражения того, что я сейчас чувствую. Ведь такую же печать можно было поставить на проездном билете и не пачкать мою руку. А если я, например, еду на какую-то встречу, как я должна вот теперь показаться вот с такой затарованной рукой, как какой-то раб? Я просто в шоке. Я такого еще не встречала. Ну вот, мое время закончилось, я покушала, попила чай, подкрепилась. В зале ожидания было тепло, поэтому я хорошо провела время, и время моего поезда уже подходит, его уже объявили, поэтому я иду на перрон, займу место, поезд уже стоит, и я очень рада, что мое путешествие уже подходит к концу. Я также очень рада, что на границе не было много людей. Я быстренько перешла все. Здесь тоже нету никаких... Я не ожидала, что здесь тоже будет сравнительно мало людей. Нету никаких, как сказать, больших скуплений людей. И все выглядит довольно мирно, чинно и спокойно. Ну вот, как я предполагала, поезд уже стоит. Людей немного, так что нету никакого, как сказать, страха, что тебе не достанется билет. Поэтому, ну, я купила раньше, чтобы немножко сэкономить и не стоять в очереди. Но нету никаких, я вижу, столпотворений. Сейчас зайду, займу свое место и буду ждать отхода поезда.
Скажу вам еще, что когда я переходила границу, то со стороны Украины шли такие, ну, молодые мальчики, не знаю, сколько им лет, от 18 до 20, это сила, это уже потолок, и, вы знаете, их не пропустили, каких-то документов у них не хватало, и они не прошли. И, как я уже вам говорила, я думала, что здесь сейчас в Перемышле довольно-таки, ну, как сказать, напряженно, много людей, но нет, видно, все, кто хотел, уже уехал. Вот я захожу в вагон, видите, здесь это место, предбанничек для велосипедистов. Можно велосипед здесь спокойно припарковать и ехать в поезде. Это тоже для таких людей, которые ездят, это такие велосипедные какие-то трассы, это очень удобно. Я знаю таких людей, которые так ездят, куда-то приедут велосипед, например, приедут поездом, а потом делают огромную трассу на велосипеде, домой возвращаются также поездом. Ну вот так вот, здесь мое место. Сейчас я положу свой багаж. Вот здесь это место, багажное отделение. Если у вас тяжелая сумка и вы не положите ее вверх, можно положить сюда. Ну и вот мой вагон, почти никого нету. Я занимаю себе пустое место, мне здесь больше нравится. Вот, у меня здесь больше какого-то такого пространства, и также у меня на виду моя сумка. Поэтому я не буду сидеть на своем месте. Если кто-то меня попросит, я перейду на свое место. Если нет, мне здесь так удобнее. Ну вот поезд тронулся, и начал он свой путь точно по расписанию, что меня очень и очень радует, потому что есть надежда, что мы в пункт предназначения приедем без опоздания. Но это еще не точно. Но пока что есть такая надежда. И посмотрите то, что можно еще вам показать из окон вагона, как выглядит Перемышль, что это за город и в каком он стиле построен. Пожалуйста, наслаждайтесь, смотрите. Я считаю, что центральная его часть довольно-таки красивая. Это неплохой приграничный город. Вот мы сейчас переезжаем мост над речкой Сан. И поезд едет в сторону Кракова. А я хочу вас благодарить за то, что во время этой моей поездки вы были вместе со мной, следили все мои ролики о Львове и об этом путешествии. Если же вы пришли только на это видео, обязательно зайдите на канал, посмотрите с первого, или же весь плейлист Львов, если вас интересует эта тематика. А если Польша, у меня также есть плейлист Польша. Вообще заходите, смотрите, какие у меня разносторонние темы. И наслаждайтесь, вдохновляйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, возвращайтесь. Я всем вам очень и очень буду рада. А я сейчас с нетерпением жду встречи с моими родными и близкими. И как можно быстрее хочу возвратиться домой. Пока-пока, друзья. До новых роликов уже совсем скоро.